Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И как всегда, по традиции, мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Сегодня на календаре у нас 17 марта и киевское время 19 часов. Начинать, наверное, даже нет сомнения сегодня. Сегодня исторический день. Исторический. Запишите эту дату, пометьте ее в календаре. Она станет отправной точкой начала конца российского диктатора. Сегодня Международный уголовный суд в Гааге выписал международный ордер на арест Владимира Путина. Да-да, того самого Путина, который сегодня является президентом Российской Федерации. Очень интересно посмотреть на реакцию главы КНР, как он теперь приедет в Москву с визитом и будет встречаться с человеком, на которого выписан международный ордер на арест. Может, он ему ордер этот вручит, чтобы тот быстрее добрался до международной. Кстати, в Гааге есть специальная тюрьма для содержания людей, на которых выписан такой ордер, до окончания следственных действий и слушаний по этому делу. Ну что ж, событие эпохальное, очень важное, но тем не менее война продолжается и обстановка на фронте не меняется пока очень сильно в лучшую сторону. Она остается стабильно тяжелой, и поэтому мы приступаем к ее рассмотрению. Итак, Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на этих направлениях более 70 атак. Да, количество атак немножко уменьшилось, но тем не менее 70 атак это очень много. За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских лиц. Повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры. Все, куда приближаются российские оккупанты, там начинает гореть земля, начинает все разрушаться, начинает все сноситься с лица земли с помощью артиллерии, российской артиллерии. Высокая остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и 20 районов населенных пунктов в Харьковской областях. На Купянском и Лиманском направлениях здесь противник пытается прорвать оборону наших войск, ведет безуспешные наступательные действия, идут локальные бои на участке от района Площанки до юга Дебровы. Ситуация здесь не меняется, она стабильная, атаки не прекращаются, они практически круглосуточные. Причем меняется только характер атак. Противник либо атакует средними группами, либо переходит опять к атакам мелкими группами, но со всех направлений или на всех участках одновременно, пытаясь найти слабые места в нашей обороне. Причем эта тактика применяется на всех оперативных направлениях, которые были перечислены в начале этого видео. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город. Наши силы обороны отражают многочисленные атаки противника в самом городе Бахмут, где враг наступает с трех сторон. Бои продолжаются. Мы продолжаем удерживать часть города, в том числе и его центр. Возле Ивановского идут ожесточенные бои. Пока точно назвать место прохождения линии фронта невозможно, так как она колеблется и бой в самом разгаре.
Противник наступает на Хромово, на Богдановку. Успеха не имел за прошедшие сутки. Севернее Богдановки противнику удалось прорваться к высоте 199,5 метра. Вот такое положение сложилось на конец суток на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Марьинском направлениях и Шахтерском. Здесь противник совершал безуспешные наступательные действия. Продолжаются попытки врага продвинуться в районе Новоселовки 2, Каменки, Водянова, Невельского и Марьинки. В районе Невельского успеха противник в районе перечисленных населенных пунктов не имел. На вот этим оперативном направлении, на этих 3 оперативных направлениях ситуация остается более-менее стабильной. А вот в районе Невельского враг под напором наших войск покинул позиции, ранее занятые, и отошел на предыдущую линию обороны. То есть мы даже кое-где контратакуем, наносим контрудары, и поэтому вот это подтверждает то, что линия фронта постоянно колеблется, она находится в динамике практически каждый день. Запорожское и Херсонское направление. Противник ведет оборонительные действия и продолжает обстрелы близлежащей к линии фронта территории на всю глубину досягаемости своих огневых средств. Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории, в том числе и Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь российские оккупационные так называемые власти вместе с представителями Российской Федеральной налоговой службы запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Российской Федерации. Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. То есть вот такими вот методами ограничения прав и свобод граждан, фактически методами принуждения, они заставляют получать российские паспорта. Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы, временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжело раненых оккупантов. Мы знаем, что в районе Олешек на территориях, прилегающих к Днепру, не ведутся активные боевые действия. Там артиллерийские дуэли и обмен огневыми ударами на расстоянии, дистанционный. И, скорее всего, это тяжелые раненые с линии фронта. То есть от самых активных участков, то есть от Донецкого направления, тяжелораненые уже довезли до Олешек. Но это говорит о том, что Мелитополь, скорее всего, заполнен полностью. Ну, у нас примерно такие данные есть. Бердянск заполнен. И вот сейчас везут Олешки. И, кстати, частично вывозили даже в Крым тяжелораненых в украинский оккупированный Крым для дальнейшего прохождения лечения. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления. 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника. Состав с горюче-смазочными материалами, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 760 российских захватчиков, уничтожили 2 танка, 13 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 1 вертолет, 7 автомобилей и единицу специальной техники. Вот такой урожай собрали наши защитники силы обороны Украины за прошедшие сутки. Ну что ж, на этом военная часть закончена. Теперь немножко поговорим о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Кабинет министров Словакии согласовал передачу 13 самолетов МиГ-29 Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии
Эдуард Гегер. Правительство одобрило международное соглашение о передаче Украине словацких истребителей МиГ-29. Мы решили в конституционно чистом виде. Президент Зузана Чапутова обо всем проинформирована, сообщил премьер-министр. Так что решение принято, МиГи летят наконец-то. Наконец-то мы ждали больше полугода, а словацкие МиГи летят в Украину и будут воевать в составе наших воздушных сил. Кроме того, Словакия передаст систему противовоздушной обороны КУБ. Это советская система, она частично модернизирована была для улучшения своих характеристик, переведена на цифровую основу, ее электронная часть. И эта система ближнего радиуса действия, она до 22 километров по дальности и до 12 километров в высоту. Войсковая система для защиты войск на линии фронта. Еще 4 МиГа 29-х передает Польша. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время вчерашней пресс-конференции с президентом Чехии. Вот такие новости пришли у нас по авиации. Ну, скажу так, что на первом этапе, как альтернатива западным образцам авиации, это очень хорошая новость. Тем более, что уже неоднократно говорилось о том, что эти самолеты модернизированы в плане применения вооружений. Они переоборудованы для применения западных образцов вооружения. То есть подвесы, блоки управления для тех ракет, которые нам теперь вместе с этими самолетами, там Британия обещала передать Storm Shadow ракеты, Соединенные Штаты давали нам ракеты HARM противорадиолокационные. Вот это все сейчас придет вместе с самолетами. Так что, причем Польша, я так понимаю, это первый такой шаг. 4 МиГа, всего там у них больше 20 этих самолетов, поэтому я думаю, что в дальнейшем передачи будут осуществляться большего количества. И к маю месяцу мы можем получить, если не бригаду из состава 3 эскадрилий, то хотя бы 2 полноценные эскадрильи МиГов-29, оборудованных под применение натовских образцов вооружения. Это мы можем получить. Далее, как выясняется, Китай приторговывал оружием и снабжал Российскую Федерацию. Сейчас разражается скандал в обход санкций через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом утверждает и пишет, и об этом утверждает издание «Политика». Один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая в июне 2022 года присылал российской компании Техкром винтовки, созданные по образцу американской штурмовой винтовки М-16, обозначенные как гражданские охотничьи. То есть под видом охотничьего оружия они поставляли вооружение. Также были замечены другие компании, кроме этой, в поставке амуниции военной, бронежилеты, каски, военная форма. Посмотрим теперь, как отреагируют на это Соединенные Штаты в плане наложения санкций. Это, кстати, очень сильно ослабит позицию Китая в переговорном вопросе с Соединенными Штатами. Вот такие доказательства того, что Китай помогает в том числе и военной амуницией, и оружием, пусть даже стрелковым, помогает Российской Федерации. Сейчас очень многие агентства заговорили о визите Си Цзиньпина в Москву. На российском сайте, официальном сайте президента России появилось сообщение, что китайский лидер посетит Россию в период с 20 по 22 марта. То есть точная дата пока неизвестна окончательно. На китайских официальных сайтах никакой информации пока нету, то есть Китай официально ничего не подтверждает. Но соответствующее сообщение, вот это 20-22 марта, появилось на сайте Кремля 17 числа.
Вот. Россия анонсирует, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Китаем. Так сообщается на сайте Кремля. Также указано, что будет подписан ряд важных двухсторонних документов. И теперь у меня вот согласно сегодняшней сенсационной новости, у меня возникает логический вопрос. А как Си Цзиньпин будет общаться с человеком, на которого выписан международный уголовный ордер Международного уголовного суда? Ордер на арест. Вот тут интересный момент. Может он его действительно, еще раз повторюсь, может Си Цзиньпин лично вручит Путину повестку в Гаагу, в уголовный суд. Посмотрим. Подробно, как этот ордер оформлялся и какую он имеет юрисдикцию, мы поговорим чуть-чуть позже, вот именно в этом разделе. Далее, Польша. Мы знаем, что Польша закупила после начала эксплуатации и после того, как они себя показали на поле боя, Польша сразу же закупила для себя там большое количество, несколько сотен Хаймерс. И первые пусковые установки Хаймерс принято решение разместить на границе с Калининградской, читаем, Кенигсбергской областью Российской Федерации. Такое решение принято Министерством обороны Польши, об этом сообщил министр обороны Польши. То есть там, где есть прямая граница с Российской Федерацией, ее будут теперь охранять и оборонять системы Хаймарс, которые Польша приобретает у Соединенных Штатов Америки. Так что, как только они придут, они будут размещены вдоль границы Калининградской, в скобочках, Кенигсбергской области. В Международном валютном фонде готовятся объявить о новой кредитной программе для Украины. В ближайшее время сумма этой программы будет составлять 15,6 миллиардов долларов. К сожалению, это кредитная программа, которую придется возвращать, она под проценты. Это кредит, я так понимаю, что с МВФ по-другому работать нам не получится. Если есть финансовая помощь, это хорошо. Здесь для нас, как для экономики страны, которая реально воюет и в такой тяжелейшей войне, наверное, это тоже выход. Об этом сообщает Financial Times. Переговоры между представителями МВФ и украинским правительством проходили в Варшаве с 8 по 15 марта. В фонде заявили, что они были продуктивными и позволили сторонам достичь значительного прогресса в соответствии с набором подходов, которые могли бы лечь в основу поддерживаемой фондом программы, сообщает издание со ссылкой на знакомый с ходом события источник. Вот такую еще хочу новость по поводу, давайте уже закончим с военно-технической помощью, потому что она идет с разных сторон. Германия поставила вооруженным силам Украины очередной пакет военной помощи, в котором 5000 снарядов калибра 155 мм. Ранее Германия нам предоставила, в предыдущем пакете было 18,5 тысяч таких боеприпасов. Далее Германия также предоставила нам высокоточные боеприпасы 155 миллиметровые. Правда, я так понимаю, в соображении секретности количество этих высокоточных снарядов не указано. Практически один снаряд, одна цель, поэтому для того, чтобы особо не информировать врага, я так понимаю, что количество высокоточных боеприпасов оставили за скобками. Боеприпасы для реактивных систем залпового огня Марс-2. Это тот же самый М270, только немецкого производства. 2 автопогрузчика. Ранее предоставлялось уже 6 таких автопогрузчиков. 4 мобильных антенно-мачтовых системы. Ранее было 30 таких систем. Я так понимаю, это либо станции радиоэлектронной борьбы, и либо постановки радиоэлектронных помех. 500 пистолетов
2 ангарных тента, это полевые ремонтные мастерские, ангары для полевых ремонтных мастерских, 25 генераторов, ранее поставлялось 270, в предыдущем пакете было 270 генераторов. Также в Берлине напомнили, что готовится к передаче или уже в процессе передачи находится 5330 снарядов калибра 122 мм, 152 мм, 155 мм, извините, и ракеты для комплексов Ирис-Т. Ракеты для комплекса Ирис-Т тоже не указывается количество, но тоже, скорее всего, из соображений секретности. Вот такая вот новость из Берлина. Ну и хотелось бы поговорить о ракетах. Немножко мы подсобирали, и получилась вот такая вот картина. Очень много вопросов по поводу того, какие ракеты мы сбиваем, какие ракеты мы не сбиваем. На что сегодня способна наша ПВО и наша ПРО, которое мы создаем с нуля. ПВО мы возрождаем, а ПРО мы создаем с нуля. Так вот, из числа то, что мы сбиваем на сегодняшний день, это ракеты «Калибр», крылатая ракета морского базирования. То, что мы знаем с вами, это то, что летит с Черного моря. Раньше оно летело со всех сторон, потому как были такие же ракеты к комплексам «Искандер». Далее, ракеты воздушного базирования, крылатые ракеты, это Х-101, Х-555 и Х-55. Ну, 555 и 55 отличаются дальностью пуска, это модернизация. 55-ю ракету модернизировали до 555. Вот. Воздушного базирования тоже мы их можем сбивать нашими средствами ПВО, имеющимися на сегодняшний день. Далее, ракета Р-500. Это крылатая ракета наземного базирования для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Полный аналог, эта ракета была полный аналог «Калибра». Почему говорю была? Потому что на сегодняшний день этих ракет в арсенале российской армии уже не осталось. Их уже не пускают месяца 4, если не полгода. 4-6 месяцев мы уже не встречали этих крылатых ракет в эксплуатации. Я так понимаю, что может быть какое-то НЗ есть этих ракет, но скорее всего они находятся в Калининградской области для того, чтобы угрожать Западу. Потому что западная разведка четко эти вопросы отслеживает. Если их оттуда Путин уберет, то тогда угроза от Калининграда, допустим, тому же Берлину или Парижу, она резко уменьшится. Пока они там находятся, НАТО отсчитывает от Калининграда 1500 километров. И это зона поражения вот этих крылатых ракет Р-500. Далее, ракеты Х-59. Это управляемая авиационная ракета класса воздух-земля. Мы с ними постоянно сталкиваемся, мы их можем сбивать. Ракета Х-35. Это противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования. То есть она может быть пущена с любого типа пусковой установки, расположенной на корабле, на берегу, на мобильной базе, либо на самолете. Вот. Но с этими ракетами мы боремся. Теперь ракеты, которые мы не можем сбивать на сегодняшний день. Это баллистическая ракета к комплексу «Искандер», дальность пуска до 500 километров. Ну, кстати, их тоже очень давно уже не было. Очень. Тоже, я так понимаю, что осталось только НЗ, неприкосновенный запас. Стоит бригада «Искандеров» в Белоруссии вдоль границы с нами. Вот. Но пусков с их стороны не было уже очень и очень давно. Далее, ракета точки У. Тоже баллистическая ракета точки У, она относится к классу высокоточная. Ну, здесь совместно и баллистика, и малая дальность. Всего лишь 110 километров, то есть реакция на эту ракету практически, ну, будем сказать так, на грани фантастики. Поэтому мы ее не сбиваем. Кстати, точки У тоже давно уже не было слышно. Видимо, тоже, если и применяются, то крайне-крайне редко. Далее, реактивные снаряды всех типов мы не сбиваем. Ну, их в мире практически никто. Крупного калибра дальнобойные, такие как «Ураган» и «Смерч», могут сбивать, может перехватывать система типа «Железный купол».
израильского производства. Вот. Хотя на сегодняшний день они перехватывают только снаряды, реактивные снаряды, выпущенные из самопальных установок. Со штатных установок такой статистики в Израиле нету, потому как ураганов и смерчей и пусковых установок нету у террористических организаций, которые обстреливают территорию Израиля. Далее, ракету Х-22. Это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Это та, которая с ядовитым топливом. И мы знаем, что это Кременчуг, торговый центр, это Киев, торговый центр, это Ивано-Франковск. И это, по-моему, Винница. Вот несколько было случаев применения. Был же и по Киеву были применены вот в последних ударах эти ракеты. Далее, ракета Р-800, крылатая ракета берегового базирования «Оникс». Это ракетный комплекс «Бастион». Мы не можем ее сбивать. И звуковая ракета «Кинжал», гиперзвуковая, извините, ракета «Кинжал», она аэробаллистическая ракета, то есть она и так применяется. Мы об этом знаем, их было несколько, 3 или 4 случая применения. Вот. К сожалению, мы пока не сбиваем. И ракета Х-31П, авиационная противорадиолокационная ракета. Вот такие типы ракет на сегодняшний день мы не можем сбивать. С появлением комплекса Patriot этот список может быть уменьшен практически в 2 раза. Комплекс Patriot и сам Ти могут проредить этот список. Все будет зависеть от количества комплексов и места их расположения. Так что у нас есть хорошая перспектива еще плотнее закрыть небо с приходом таких комплексов, как Patriot и сам Ти на вооружение нашей армии. Далее. Расскажу давайте же наконец-то остановимся по уголовному суду Гаагскому. Почему и кому. Там не только Путину выписали ордер на арест, выписали также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, российской. Вот. И этот ордер выдала палата, вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда, выдала ордера на арест 2 персон в контексте ситуации в Украине. Господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой, говорится в пресс-релизе Международного уголовного суда. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. То есть тут еще и статья, связанная с нарушением прав детей. Дети несовершеннолетние. Эти преступления относятся к особо тяжким. Так что вот такая вот четверка о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила Следственная комиссия Организации Объединенных Наций. То есть Международный уголовный суд в Гааге не просто так, а на основании выводов Следственной комиссии ООН. Уголовный суд принял решение выдать ордера на арест этих 2 граждан. Естественно, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности. Вот такая вот. Юрисдикция этого суда распространяется на территорию всех стран, подписавших Римский статут или Римский устав, так называемый. Но сейчас скептики скажут, что ни Украина, ни Россия не подписывали Римский устав. Да, но Украина признала юрисдикцию, несколько лет назад мы признали юрисдикцию этого устава на территории Украины. Соответственно, это дало основание Международному уголовному суду возбудить дело по факту депортации, незаконной депортации наших детей или несовершеннолетних граждан Украины в Российскую Федерацию. Соответственно, суд возбудил уголовное дело и на основании выводов Следственной комиссии ООН принял вот такое вот решение. Выдать ордера на арест 2 граждан Российской Федерации. Причем там сказано четко в полномочиях суда, что этот ордер может он не имеет иммунитета
эти ордеры, и они могут быть выписаны в том числе и на главу государства, что и сделал Международный уголовный суд. Так что очень интересно теперь, как и кто будет ручкаться и общаться с международным уголовным преступником по фамилии Путин. Далее, на сегодняшний день из новостей мы закончим первую часть нашего видео. Вот такая вот главная новость сегодняшнего дня, которую я вам объяснил, как она действует и в чем она состоит. Вот. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть возможность, кто еще не подписан, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Добрый вечер. Вопрос еще полгода назад. Вопрос. Еще полгода назад в США объявили о выделении $100 миллионов на подготовку и обучение украинских пилотов. Я так понимаю, учить будут летать не на МиГ-29. Не кажется ли вам, что F-16 уже давно решенный вопрос и просто не хотят выкладывать сразу все карты на стол? Спасибо заранее за ответ. Ну, в принципе, вы правы. $100 миллионов это включает в себя военный бюджет США на 2023 год, на подготовку наших пилотов. Естественно, они будут готовиться на западных образцах вооружений. Естественно, Соединенные Штаты будут готовить их на каком-то из своих самолетов. А самый массовый на сегодняшний день это самолет F-16. Ну и мы с вами все были свидетелями серии репортажей в различных средствах массовой информации Соединенных Штатов, которые прошли в информпространстве где-то в начале лета, в конце весны, в американских СМИ. И там наши пилоты давали интервью, как они обучаются на F-16. Через 4 месяца после этих репортажей мы узнаем, что в бюджет США официально включена вот эта сумма денег на подготовку наших пилотов. Так что да, вы абсолютно, скорее всего, вы правы на 100%, что вопрос F-16 давно решенный вопрос. И единственное, кстати, я придерживаюсь такого мнения, что для того, чтобы не шокировать сразу, а постепенно Российскую Федерацию, я думаю, что эти самолеты к началу контрнаступления вполне могут появиться в составе воздушных сил, вооруженных сил Украины. Далее. Поясните, пожалуйста, имеет ли ПЗРК «Стингер» систему распознавания свой-чужой? И имеют ли такую систему российские ПЗРК типа «Стрела» и «Игла»? Если не имеет, то как в горячке боя оператор ПЗРК может разобрать, свой это самолет, вертолет или чужой? Тем более, что они одинаковые у обеих сторон. Нет, на самолетах и вертолетах система стоит свой-чужой, и на ПЗРК эта система может включаться. Она там переключается в ручном режиме. Бывают такие случаи, когда без использования системы автоответчика свой-чужой сбивает, это называется дружественный огонь, когда сухопутные силы сбивают свой летательный аппарат. Вот. Так что система, понимаете, система оповещения она называется, свой-чужой. Она оповещает, а все равно оператор принимает решение, нажимать кнопку или не нажимать. Вот. Поэтому бывают случаи, когда действительно из ПЗРК сбивают и свои летательные аппараты. Кстати, буквально на прошлой неделе над Горловкой, по-моему, был сбит россиянами, был сбит российский самолет.
Вот. Мы записали себе в актив -1 самолет в составе воздушно-космических сил Российской Федерации. Здравствуйте. Смотрел интервью с американским пилотом. Он готов воевать на F-16 за Украину. Как наемник, и он не один. Вопрос. Может ли наше государство договориться с американцами о разрешении пилотам воевать в Украине? Спасибо. Смотрите, слово наемник здесь абсолютно нет необходимости употреблять. У нас нет наемников в составе наших сил обороны. Наше законодательство, мы до войны еще, до массированного вторжения российских войск, мы приняли закон Украины, который позволяет иностранным гражданам проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Украины. Все иностранные граждане, которые желают вступить в борьбу с расизмом, с российским фашизмом, могут приехать в Украину и официально подписать контракт с вооруженными силами Украины. Они становятся комбатантами, потому что они военнослужащие, становятся военнослужащими вооруженных сил регулярной армии государства Украина. Поэтому да, этот американский пилот, я читал его интервью, он сказал, что он готов приехать в Украину и сражаться за штурвалом F-16, сражаться на стороне Украины. И такие желающие еще есть. Вполне возможно, что они приедут. Кстати, законодательство Соединенных Штатов позволяет своим гражданам воевать официально, не наемники сразу вне закона, они не комбатанты, и, соответственно, на них распространяется международное уголовное право по найму с целью участия в незаконных боевых действиях. Вот. А здесь позволяет, у нас, кстати, в составе наших интернационального легиона, у нас есть такое подразделение, воюют граждане разных стран, где их законодательство позволяет. Они подписали контракт с вооруженными силами, они являются военнослужащими вооруженных сил, являются комбатантами и принимают участие в этой войне на нашей стороне. Так что, если эти пилоты захотят, они вполне могут подписать контракт. Вопрос, видите как, пилот не пехотинец. Ему не дашь винтовку, и он с ней пойдет в бой. Нет, пилоту нужен самолет. Будут самолеты, будут и пилоты. Вполне возможно, что такой вариант может быть рассмотрен американской стороной с целью передачи нам самолетов F-16. Давно хочу спросить, вот если взять самый крутой танк, вроде сколько-то выпусков назад был рейтинг, и самое крутое средство борьбы с танками, то кто кого сборит, ну переборет, наверное, и тот же вопрос по самолетам и ПВО. Ну смотрите, дело в том, что из самых крутых танков, ну если брать из российских танков, то конечно же это Т-90. Это самая последняя модификация, которую они выставили на поле боя, которая вообще есть в Российской Федерации. Армата так она и не составилась, она так и не родилась в серийном исполнении. И мы даже до сих пор, проект уже давно закрыт, с 20-го, по-моему, или с 21-го года, 20-го года официально закрыт этот проект. Вот. И так его более конкретизированных тактико-технических характеристик его не появилось. Поэтому Армату отбрасываем. Остается Т-90, самый крутой танк. А самое крутое ПТРК, которое сегодня принимает участие в нашей войне, это Джевелин. Кстати, это единственный ПТУР, который относится к третьему поколению противотанковых комплексов. Из всех принимающих он единственный. Он работает по принципу «пустил и забыл». Поэтому, естественно, Джевелин выворачивает Т-90 просто наизнанку, куда бы он ни попал. Что в горизонтальном плане поражения он может поражать цель как горизонтально, так и делая горку в верхнюю полусферу танка. Так что побеждает в противоборстве лучшего танка РФ на поле боя Т-90М «Прорыв». И в противоборстве с противотанковыми ракетными комплексами, конечно, однозначно побеждает Джевелин.
с его характеристиками. Что касается систем ПВО, то тут тоже правда на нашей стороне, потому что из авиации у России наилучшая здесь Су-35, Су-57 они даже не стали, пока еще нету подтверждения, я не встречал ни разу подтверждения, что Су-57 применялся в этой войне. Я, кстати, даже могу вам предположительно сказать почему, потому что Су-57 это фактически Су-35 в новом фюзеляже. Они сделали именно так. Потому как не было никаких новейших разработок в плане систем управления огнем, бортовой авионики там и других комплексов. Поэтому и Россия не хочет, реально боится, что если он сюда прилетит, мы его завалим, это будет позор на всю Ивановскую. В плане того, что суперсовременный самолет, который не дотягивает до 4-го поколения, они его называют чуть ли не самолетом 6-го, 5-го, 6-го поколения. Вот. Им позорно будет, что его собьют. Тем более их там всего, по-моему, с десяток штук, не полный даже десяток есть на сегодняшний день. Они помалкивают даже, что они один самолет разбили при перегонке с Комсомольска на Амуре на европейскую часть Российской Федерации. 2 выпустили с горем пополам, при перегоне 1 разбили. Вот. Поэтому Су-35 я беру, это самая более-менее модернизированная машина. Это не новая машина, это модернизированная машина советских разработок. Су-35, наверное, можно взять Су-34, но он фронтовой бомбардировщик. А вот Су-35 истребитель-бомбардировщик, вот его можно взять как самый мощный на сегодняшний день в нашей войне. Но по системам ПВО, я думаю, тут даже никакого сравнения нет. Ирис-Т, НАСАМС, это же теперь наши штатные системы, они стоят на вооружении вооруженных сил ПВО с нашей страны. Вот. Так что мы их рассматриваем как наши системы. И поэтому... а для Ирис-Т и для систем НАСАМС, а сейчас тем более, если появится Патриот или САМПТИ, Су-35 вообще, это лакомый кусочек, это просто вот как собаке дать сахарную косточку. Почему? Потому что самолет не имеет таких систем, ничего не имеет аналогичного западным системам, практически в России нет технологий стелс, я уже это объяснял. Вот, во вчерашнем видео, что они не могут применять. Поэтому в противоборстве самолета и ПВО, конечно же, побеждает ПВО воздушных сил Украины. Такими комплексами, как Ирис-Т и НАСАМС. Добрый день. Скажите, вот Пригожин постоянно сетует на то, что недостаточно снабжает боеприпасами. Но разве государство обязано снабжать ЧВК? В чем тогда его частность? Я думал, частные компании себя должны снабжать за свои средства. Разве не так? Конечно же так. Но в Российской Федерации все же наоборот, понимаете. Там же, да, действительно, частная военная компания Вагнер, она была названа по фамилии одного из ее тренеров и руководителей. Она образовалась на базе охранной фирмы, которая была в составе Газпрома. Охранная фирма Газпрома трансформировалась, и какая-то ее часть трансформировалась вот в эту частную военную компанию Вагнер. Так как это был такой гибрид полугосударственный или даже больше государственный, Российская Федерация просто, это страна, которая не дружит с юрисдикцией, с правом. У них нет главенства права, у них главенство договорника. Это страна бандитов. Говорят, если в каждой стране есть доля мафии, то у российской мафии есть своя страна. Вот примерно так оценивают в мире Российскую Федерацию. И они поняли, что было бы неплохо иметь такую полулегальную фирму, которая бы решала очень грязные вопросы вооруженным путем или силовым путем. Но так как действительно реально частника, который бы зарабатывал на этом деньги и который бы сам ее оснащал и закупал, нету, и плюс затраты на такую компанию, они очень огромны,
естественно, государство взяло на себя роль материнской компании для вот этих частных военных компаний. Сейчас у них там пруд-пруди этих компаний. Вагнер это была самая распространенная, самая, будем говорить так, распиаренная компания. Сейчас на поле боя воюет компания Патриот. Причем эта компания соотносится с Министерством обороны Российской Федерации. А так как, кстати, в России еще тоже нету частного рынка вооружений, там монополия государственная по продаже оружия и боеприпасов. Поэтому кто будет снабжать частные компании? Конечно же, государство. Лицензии делиться государство не хочет. Поэтому оно и снабжает эти частные военные компании. Раньше это была такая отпочковавшаяся компания Вагнера от Газпрома, от охранной фирмы Газпрома. Теперь это появилась другая частная военная компания, которая находится под патронатом Министерства обороны. Называется Патриот. Вот поэтому в России и государство больше некому просто снабжать. Добрий вечір. Питання полягає в тому, чи правда, що Китай накинув око на територію України. Може своїх вояк відправить до нас? Дякую за відповідь. В каком смысле накинул глаз на территорию Украины? Китай хотел сюда инвестировать еще в 2013 году. Они очень хотели инвестировать в Крым. Они хотели из Крыма сделать такие морские ворота для себя любимых, вложив туда огромные инвестиции. Там даже планировалось в районе Ялты построить самый глубоководный порт в Черноморском бассейне, для того, чтобы могли заходить в него и обслуживаться в этом порту судна любой тоннажности. Любой. С самой большой осадкой. Осадкой там больше 8, допустим, метров. Вот. Но все это помешало события Майдана, а впоследствии события войны 2014-2015 годов. И Китай пролетел. Они, кстати, предлагали огромный кредит. Китаю не столько наша территория нужна, Китаю нужна здесь база для выхода на европейский рынок. Китай это прекрасно понимает. Но Китай идет, на мой взгляд, по пути наименьшего сопротивления. Они не хотят напрямую договариваться. Им выгоднее, допустим, вассально зависимая от них Россия, которая бы отвечала на постсоветском, как Путин всегда говорит, за постсоветское пространство отвечаем мы, отвечаю я. Вот так он себя всегда позиционирует, что зона ответственности России это все постсоветское пространство. Вот. И вот Китаю, скорее всего, было бы выгодно а Россия является вассалом на сегодняшний день, очень большая зависимость от Китая. И, соответственно, Китаю было бы выгодно через своего вассала управлять этими территориями и иметь здесь плацдарм для экспансии на европейский рынок. Кстати, именно поэтому Китай сегодня, понимая слабость России и шаткость положения самого Путина, Китай, на мой взгляд, идет экспансии и договаривается напрямую с Белоруссией. Вот. Принимает Лукашенко в Пекине и подписывает договора какие-то там двухсторонние. И да, Китаю сложно будет без моря, потому что они привыкли, у них хороший торговый флот. Вот. Но тем не менее авиация тоже. Но тут же надо летать либо через российское пространство воздушное, либо через наше воздушное пространство, заходить на территорию Беларуси. Поэтому да, у Китая есть свой интерес в Украине, но он не будет никогда напрямую вмешиваться в эту войну. То, что они там продают их поймали на продаже стрелкового оружия, скорее всего боеприпасов к этому же оружию и амуниции, это капля в море по сравнению с тем, что просит у них Россия. Но я не думаю, что Китай решится на прямые поставки, даже косвенные поставки вооружений, тем более если вскрыли даже вот такие серые схемы через Арабские Эмираты. Поэтому интерес он, конечно же, здесь имеет. Давить на нас он будет, точнее будет пытаться давить на нас в плане остановки войны. Китаю надо остановить войну. Ему очень эта война мешает в экономическом развитии, особенно с европейскими рынками.
и с рынками Ближнего Востока и арабского мира. Вот. Но про солдат это вообще это невероятно. Китайский солдат, но за территорию Китая, мне кажется, не выйдет никуда. Вот. Во всяком случае, в ближайшие там несколько лет. Олег Владимирович, а что происходит на российско-украинской границе, где нет боевых действий? Там все-таки есть какое-то боестолкновение или просто стоят и смотрят издали друг на друга? Мы смотрим, по нам стреляют. Вот такая ситуация на российско-украинской границе. К сожалению, мы как бы не отвечаем на огонь российских войск с российской территории, не проявляя, стараясь соблюдать, я так понимаю, что наше политическое руководство приняло решение четко идти в контексте международного права. И мы не проявляем акта агрессии по территории России. Поэтому они нас обстреливают, они держат там войска, войск очень мало они держат. В основном это войска прикрытия госграницы российские, по несколько батальонов на несколько сотен километров. То есть там растянуто. Но, тем не менее, артиллерия, иногда даже авиация применяется для обстрела наших территорий. Вот 3 области, Сумская, Черниговская и Харьковская, каждый день страдают от обстрелов с российской стороны. Вот такая вот ситуация там. Были попытки захода диверсионно-разведывательных групп в Черниговской и в Сумской области. Да, вот в этом случае наши пограничники и силы обороны Украины, которые присутствуют там на границе, прикрывают нашу государственную границу, вступили в боевое столкновение, противник понес потери и отошел на сопредельную территорию. Вот так. Но мы не преследовали и, естественно, не обстреливали противника на его территории. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день на границях. Розкажіть, будь ласка, що відбувається на лівобережній Херсонщині? Яке там наразі угруповання оккупантів? Дякую за працю. Привіт з Вінниці. Смотрите, скажу так, что там есть накопление войск. Особо на Херсонщине они где ближе к линии фронта, а она в основном у нас проходит по Запорожской области, потому что по Херсонской области там сегодня разделяет река Днепр, и как такового прямого соприкосновения с противником не существует. Линии боевого соприкосновения там нету. Там есть межа в виде реки Днепр. И там идут артиллерийские дуэли, постоянные обстрелы, работа ДРГ противника иногда наблюдается. Поэтому, но, тем не менее, во всех городах и в пригородных районах, в прилегающих районах к этим городам, крупным населенным пунктам, российские войска обустраивают линии обороны. Кстати, рекомендую, опять же, ссылку даю на карту Deep State Maps. Откройте, и там есть интерактивный слой плотности российских войск на оккупированных территориях Украины. И там очень наглядно. Включите этот слой, вы сразу поймете, какая концентрация. А сегодня они уже даже нанесли тактические знаки, где вы наводите курсор на значок, и вам высвечивается, какое подразделение или какая воинская часть находится в этом месте. Но скажу так, что основные силы все равно где-то в крупных городах. Мелитополь, Каховка, те же Олежки, тот же Бердянск, Мариуполь. И там в более мелких роют они везде окопы, создают укрепрайоны, пытаются создавать укрепрайоны, готовясь к обороне. Но все равно основная концентрация войск, вы на этом слое на карте Deep State увидите, основная концентрация войск находится вдоль линии фронта, где-то на глубину 10-20 километров, не более. На большее у Российской Федерации войск не хватает.
Добрий день. Поясніть, будь ласка, ви постійно кажете, що ворожі літаки не залітають у наш повітряний простір. То як же вони опиняються над Авдіївкою та Бахмутом? Я всегда говорю, что они не залетают в воздушное пространство Украины вглубь страны. Это четко надо понимать. Вглубь страны они не залетают. А фронтовая зона, конечно же, летает. Мы залетаем в их зону ответственности ПВО и стараемся уничтожить врага нашей авиации. Их авиация залетает, естественно, в прифронтовую зону нашу, которую мы обороняем. Поэтому они появляются. А Авдеевка и Бахмут это сегодня это линия фронта. А штурмовики работают по переднему краю, по ближайшей глубине. Бомбардировщики работают. Это истребители-бомбардировщики работают по ближайшей глубине. Дальность спуска ракет класса воздух-земля там, начинается с 30 километров и может достигать 300 километров, там 31-я ракета, или больше, до 600 километров, если там другие типы ракет они применяют. Поэтому да, Авдеевка и Бахмут это фронт. Там летает любая авиация. И, кстати, как они только залетают в зону, на нашу сторону, мы сразу же стараемся сбить. Сразу, как только они попадают в зону действия нашей ПВО, мы стараемся сбить эти самолеты. И если вы обратили внимание на сводки, то урожай мы собираем практически каждый день. Если не сушка, то МиГ. Если не МиГ, то вертолет там, типа К-52 там, или еще какой-нибудь. Так что вы не путайте глубину страны, воздушное пространство страны в глубину и линия фронта. Это две абсолютно большие разницы. Постійно говорять про винищувачі, а от мені цікаво, як у нас справи з іншими літаками, вантажними і так далі. Часто чую, як літають літаки не винищувачі в районі полігону чи аеропорту. Чи є у нас літаки іншого формату, через який період після нашої перемоги, ну это уже інше питання. Смотрите, у нас есть на сегодняшний день все виды авиации. И они все сегодня трудятся. У нас есть боевая авиация в виде истребителей-бомбардировщиков. У нас есть штурмовая авиация в виде Су-25. У нас есть бомбардировочная авиация в виде Су-24. Это фронтовой бомбардировщик. У нас есть армейская авиация. Это вертолеты Ми-8, там, Ми-24, Ми-17 и другие типы. И у нас есть транспортная авиация. Причем транспортная авиация у нас там представлена, я знаю, что в авиаотрядах есть и Ил-76, и Аны, самолеты различных модификаций, и Ан-28, и Ан-26. Есть Русланы даже, Ан-124 тоже в составе наших бригад транспортной авиации. Так что с авиацией у нас все хорошо. Да, ее не так много. У нас пилотов намного больше, чем самолетов, потому что мы все-таки несем потери. А фактически пополнение авиации с начала войны уже 13 месяцев почти не осуществлялось. Летом нам Польша передала запасные части к самолетам советских образцов. Больше других пополнений авиации не было. Ну, вертолеты я не беру, там немножко нам тоже передали. В общей сложности там по около 2 десятков вертолетов мы получили от стран Восточной Европы, наших партнеров. Вот. Но а так у нас представлен весь спектр авиации. Транспортная, боевая, которая делится на штурмовую, бомбардировочную, истребительную авиацию, и армейская авиация для поддержки наземных войск. Следующее. Через який період після нашої перемоги чоловікам можна буде їхати за кордон? Чую з деяких джерел, що після перемоги чоловіків певний час ще не будуть випускати за кордон. Дякую за приділений час. Смотрите, никого не слушайте, есть законодательство Украины. Как только будет отменено военное положение, естественно, будет снят, автоматически снимается запрет на выезд
мужчин и военнообязанных. Вот так правильно будет сказать. Потому что там по закону и мужчины, и женщины есть военнообязанные. И, соответственно, призывной возраст там, 18, 20, 55 лет. Вот. Так что ориентируйтесь на Верховную Раду Украины. Как только Верховная Рада Украины отменит военное положение, точнее президент своим указом должен будет отменить военное положение, Верховная Рада должна будет ратифицировать этот указ. Соответственно, с момента вступления в силу отмены открывается государственная граница для выезда военнообязанных за пределы Украины. Демобилизация здесь немножко другой вопрос. Это совсем другое. Так что ориентируйтесь на законы Украины. Никого не слушайте. Все будет отменено в законодательном порядке. Здравствуйте, такой вопрос. Вы сказали, что технология стелс на истребителях заключается в ровной, гладкой и обтекаемой поверхности, без единого шва. Но есть такой стелс-штурмовик F-117, малозаметный, который имеет довольно угловатый фюзеляж. Тогда в каком случае работает стелс-технология? О каком режиме стелс у истребителей 5-6 поколения? Как можно добиться отсутствия швов и могут ли данный стелс-штурмовик F-117 передать Украине, учитывая, что Соединенные Штаты его уже используют? Давайте так, смотрите, технология F-117 на сегодняшний день снимается с вооружения в Соединенных Штатах. Их очень мало было выпущено. Это была первая ласточка, в том числе технологии стелс. И тогда, когда разрабатывался F-117, технология стелс заключалась в том, что самолет должен иметь форму разного наклона поверхности фюзеляжа, для того, чтобы они рассеивали отраженный сигнал. Вот. И, соответственно, он имеет действительно, когда на него смотришь, он вроде как имеет такую угловатую форму, но при этом эти линии изгибов, они продольные, они идут вдоль фюзеляжа самолета. Так вот, за счет наклона плоскостей самого фюзеляжа, они рассеивают сигнал. В этом заключалась первая технология стелс. Сегодня технология стелс подразумевает, пошла еще дальше. Они решили, что не только прямые линии довольно слабо рассеивают сигнал. Лучше рассеивают сигнал изогнутые линии. То есть они вообще его плохо отражают. Но любой стык, любой выступ, любая заклепка, она способствует тому, что дает концентрацию сигнала и довольно хорошо отражает. Там вот в комментариях некоторые, я так понимаю, зрители из России начали шутить, что там силиконом затирают. Нет. Смотрите, сегодня технология производства обшивки самолета позволяет подогнать листы бесшовно. Практически бесшовно подгоняются листы обшивки. После того, как листы обшивки одеваются на сам остов фюзеляжа, они шлифуются. И самолет красится специальной краской, которая либо поглощает электромагнитные волны, либо отражает, а потом скрывается лаком. Кстати, F-117, почему он не пошел в массовое производство? Он пошел в серию, но он не пошел в массовое производство, потому что он был одним из первых, на котором была применена технология стелс, в самом ее, будем так говорить, зачаточном состоянии. И F-117 требовали восстановления лакокрасочного покрытия после нескольких боевых вылетов. Это стоило баснословных денег. Поэтому 117 практически старались не применять. Это было очень дорого. Несколько боевых вылетов и самолет перекрашивать. А перекрашивают не просто краской, а специальной краской, которая поглощает электромагнитное излучение и не отражает его. Поэтому 117
Кстати, у него аэродинамическая схема очень неустойчивая, и без компьютера, говорят, удержать, ну, в ручном режиме самолет удержать, стабилизировать в полете практически невозможно. Пилот самостоятельно не справляется. В основном этим занимается, стабилизацией полета занимается бортовой компьютер, а пилот осуществляет общее управление самолетом, общее пилотирование. Вот. Но стабилизирует самолет именно за счет бортового компьютера. Вот. Поэтому я бы вообще про 117 не говорю. Их сейчас снимают с производства. А вот современные самолеты, они имеют обтекаемую форму. То есть это уже как вот лекало вы берете, да, там такие все обтекаемые формы, имеют округлости. И вот за счет этого электромагнитный импульс, излучаемый радиолокационной станцией, он рассеивается. Это не как он рассеется в разные стороны. И, соответственно, дает очень слабенький отраженный сигнал на экране радара. А сейчас уже пошло второе поколение технологий стелс, активный стелс, когда на самолеты ставятся бортовые радиолокационные станции, создающие свое электромагнитное поле или радиолокационный фон, который либо рассеивает сигнал РЛС, либо его искажает. И РЛС не видит совсем, не понимает, что она вообще видит перед собой. Вот такие вот технологии. Поэтому нам не нужен этот 107, не нужен. По деньгам мы его просто не потянем. По уровню обслуживания просто не потянем. Вот нам надо более... Конечно же, было бы вообще шикарно, если бы нам дали Рапторы F-22 или дали F-35, это вообще предел мечтаний. Особенно в варианте наземном. Палубный он там полегче, он light версия. А вот наземный вариант F-35, он довольно хорошая машина. Но Рапторы, говорят, они сейчас модернизируются, эти F-22. Вот Раптор считается одним из таких довольно мощных самолетов в составе ВВС США. В принципе, и F-15, и F-18 тоже были бы нам как раз, хорошее украинское слово, в нагоде. Так что... Вот эти вот машины, да, можно. 117, поверьте, самый неудачный вариант, который можно было бы себе представить. И закончу уже ваш вопрос, он состоит из двух. Тут такой вот второй вопрос вы задали. Что-то не видно сотрудников ФСБ на передке. Они только из-за спин могут воевать. Или бойцы ВСУ уже находили 200-х гэбистов, помимо тех 100-200 офицеров, по которым прилетело в Мелитополе. С уважением, ваш зритель. Смотрите. Дело в том, что сотрудники ФСБ или КГБ, называйте как хотите, они не бойцы. Они не воюют на передке. И на передке работает военная контрразведка, которая вычисляет там... как это говорил, вставки Гитлера все малохольные, да, один киногерой. Так вот, она вычисляет этих малохольных и старается. Кстати, россияне сейчас уже ратуют этот самопровозглашенный глава Крыма, некий мультигерой Аксенов, предложил вообще СМЕРШи возродить. Вот. Именно систему СМЕРШ для того, чтобы, мало того, что они сейчас там практикуют расстрелы перед строем мобилизованных из-за того, что они отказываются идти в атаку при том уровне поддержки огневой, который могут дать, вот, фактически на убой не хотят идти. Так вот, уже звучат «давайте СМЕРШ возродим». Вот. Поэтому, но ФСБшники нет, они не относятся к боевым частям. Может быть, где-то на каком-то участке воюет спецназ ФСБ. Вот он может воевать, группы спецназа. Они могут осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность. Но сами ФСБшники, их задача это оккупированные территории. Они вместе с Росгвардией выполняют функцию поддержания или установления своего конституционного или правового порядка на оккупированных территориях. Только Росгвардия этим занимается открыто,
это их функция, они выполняют функцию правоохранительного органа на оккупированных территориях. А ФСБ занимается контрразведкой, поиском и выявлением разведчиков, тех, кто работает в пользу Украины там, и так далее и тому подобное. Они герои, ну не герои, они бойцы невидимого фронта, но на оккупированных территориях. На передовой вы не найдете ФСБшника. Никогда. Кроме вот то, что я сказал, групп спецназа ФСБ, но они воюют, опять же, они воюют как бойцы невидимого фронта, а не в окопах, как обычная пехота. Так что понимайте специфику. И да, действительно, кроме мелитопольского праздника жизни, который наши хаймарсы животворящие устроили для... Это ж было расширенное совещание сотрудников ФСБ по организации правового и поддержанию правового режима на оккупированных территориях. Наша разведка это все вычислила, и мы им преподнесли вот такой прекрасный сюрприз. Ну что ж, на этом мы, наверное, с вами и вторую часть нашего видео закончим. И у нас остается с вами третья часть. Это приветствие, комментарии и пожелания, которые вы прислали. Итак, из этих приветствий, комментариев и пожеланий, которые прислали в предыдущем видео, прозвучат сегодня следующие. Добрый день. Каждый день слушаем ваши новости. Спасибо. Не все татарстанцы болеют человеконенавистничеством. Есть понятливые и разумные. Вот такое из Татарстана комментарий. Басня «Волк». Вот, кстати, историческая такая справка очень интересная, которая открывает глаза на, ну, допустим, на творчество того же Крылова. Видимо, человек занимался этим вопросом и такой написал комментарий. Басня «Волк и ягненок» не была написана классиком, в кавычках взял классиком, Крыловым, как и почти все басни Крылова. Они им переведены, будучи позаимствованы с оригинальных произведений басен автора Жана де Ла Фонтена, француза. Некоторые 2-3 «Стрекоза и муравей» и еще пару Ла Фонтен сам позаимствовал, через дробь украл у создателя этого жанра Эзопа, древнегреческого. Крылов же украл львиную долю басен. Оригинальных произведений или басен Крылова не более 20 там, или 17 приблизительно. Одна из них, кажется, «Волк на псарне», из того, что помню. Так что классиком его называть достаточно тяжело. Скорее классический вор. Ну, если это правда, историческая справка, то в лучших российских традициях. Как сказал академик Академии наук России Красников Геннадий Яковлевич, кассир на американской заправке, когда выйдет на пенсию, сможет купить весь тюменский бензин. Для России главное украсть побольше и строго засекретить. Их никто не выбирал, с какого перепугу бандиты будут думать о благе народа. Вот такой вот комментарий из России. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Черномырдин. Ну, вообще-то разве это его фраза? Он сказал фразу, сейчас я вам скажу, очень интересная. И он сказал фразу «никогда такого не было, и вот опять». Вот это да, это я точно знаю, что Черномырдин. Ну, насчет пусть будет и хотели как лучше, а получилось как всегда. Может быть, он тоже такой говорил. Он вообще был на фразы очень человек плодовитый. Кстати, даже есть книга. Я встречал, что есть книга фраз и выражений и афоризмов Виктора Черномырдина. Она издана. Если есть в интернете, можете поискать. Довольно интересно почитать. Сделал гадость, сердцу радость. Девиз страны на болотах. Ну и сегодня їхала в маршруті по Шотландії. При виході, як завжди, кажу «Thank you», а водій автобуса каже «Слава Україні». Так було приємно.
Что, да, в Шотландии даже водители автобусов знают, что такое слава. Весь мир знает уже, что такое слава Украине. Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим сегодняшнее видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю тех, кто не подписан, подписаться. Те, кто посмотрел это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!